И всем привет, друзья! У микрофона, как всегда, Рома, и вы на канале Clay Team. В этом видео покажу, как слепить улыбающихся зверят из 3 главы игры Poppy Playtime. А пока буду лепить, расскажу вам немного про каждого из этих персонажей. Хитророг – это игрушка производства Playtime Co., которая дебютирует в главе 3 «Глубокий сон». Предполагается, что она проживает в приюте вместе с остальными улыбающимися зверьками. Хитророг белая, с черными пластиковыми глазами и большой улыбкой, как у всех улыбающихся зверят. Кулон единорога, прикрепленный к молнии, представляет из себя радужный цветок. Судя по мультфильму в начале 3 главы, Хитророг является доброй и дружелюбной, но также немного пугливой. Она очень любит рисовать, этим она занимается большую часть своего времени. Сознательная любительница как цвета, так и творчества в мире, Хитророг осознает значимость искусства и возможности поделиться им с другими. Мелки, карандаши, краски или просто слова на странице. Хитророг умеет видеть красоту в любой придуманной форме. Также напоминаю вам про свой телеграм-канал, где я делюсь анонсами новых видео, фотографиями с бэкстейджа, интересными советами и фактами о лепке и не только. Так что скорее подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех новостей канала. Ссылочку на мой телеграм-канал ищите в описании или в закрепленном комментарии. Ну и вот такая вот фигурка Хитророга у меня получилась. Следующий, кого я слеплю, будет Бобби Обнимашка. Бобби – красный медвежонок с черными пластиковыми глазами и широкой улыбкой. Кулон медведицы, прикрепленный к ее молнии, представляет собой сердечко. Добрая, заботливая душа, Бобби проявляет сострадание ко всем и всему. Люди, места или вещи, большие или маленькие, все они являются получателями ее любви. Согласно ее описанию в Твиттере, Бобби Обнимашка обладает теплыми и благодарными качествами, подобно тому, как был создан Хаги Ваги. Она глубоко заботится о своих друзьях и обо всем, что ее окружает, и, вероятно, будет выступать в роли миротворца, разделяя ту же роль, что и Хитророг, если среди команды вспыхнет драка. Однако Бобби также можно считать наивной, поскольку она может заботиться о ком-то, у кого в глубине души не самые лучшие намерения. Судя по ее картонному стенду в игре, она боится, что ее бросят, и спрашивает игрока, не собирается ли он ее бросить. Ну и вот такая вот Бобби Обнимашка у меня получилась. Обязательно оценивай в комментариях. Свинка-капризулька – это антропоморфная свинья со светло-розовой кожей, черными глазами, вьющимся хвостом и ухом, закрученным внутрь. Ее копыта и морда вместе со внутренностями ушей имеют темно-розовый оттенок. Как и другие улыбающиеся зверьки, свинка-капризулька изображается с широкой беззубой улыбкой, и у нее есть молния по центру тела, имеющий значок красного яблока. Карикатура свинки-капризульки выглядит примерно так же, как и ее игрушка, однако без молнии. Добавлены белые зрачки, и значок теперь прикреплен к черной подвеске. Свинка-капризулька является той еще обжорой, которая любит еду и призывает своих друзей придерживаться хорошо сбалансированной диеты, хотя она также таит тайную любовь к чизбургерам и сэндвичам.
Как и другие улыбающиеся зверьки, свинка Капризулька продемонстрировала бешеную и маниакальную личность, когда кот Дремот пришел в дом Пеклопса во время их ночевки. Она умоляла кота Дремота использовать его газ, чтобы преодолеть вызванную страхом бессонницу, говоря: «Нам это нужно, кот Дремот». Hit the club and turn the shoot to a freak show. Look through the peephole, everybody geek, yo. Need to get girl with an extremely deep. See 6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we are down. Кот Дремот – антропоморфный фиолетовый кот с черными глазами, имеющими белые зрачки посередине, треугольными ушами, черным носом и длинным хвостом. Его лапы темно-фиолетового оттенка, как и уши. Подобно другим улыбающимся зверькам, кот Дремот изображается с широкой беззубой улыбкой. Также у него есть молния, бегущая по центру туловища, с застежкой в виде желтого полумесяца. Карикатурная внешность кота Дремота выглядит примерно так же, как и его игрушечная и большая версии. Однако без молнии и с белыми зрачками, а застежка в виде полумесяца заменена кулоном, висящей на черной нитке. Основываясь на нацарапанных словах на стенах, показанных во втором трейлере главы 3, напрашивается вывод о том, что кот Дремот горячо посвящает себя прототипу, призывает других радоваться ему и всегда помнить час радости. Его единственная цель – служение эксперименту 1006. Everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club to a freak show. Цыпленок Пинака – антропоморфный цыпленок с желтыми перьями, черными глазами и верхним клювом в форме полумесяца. Его ноги и верхний клюв оранжевого цвета. Цыпленок Пинака изображен с широкой, беззубой улыбкой, а также с подвеской, расположенной по центру его тела, украшенной значком в виде звезды. Судя по его поведению во вступлении к фильму, цыпленок Пинака заядлый пловец, наслаждающийся всеми видами спорта, которые считаются крутыми, особенно с серфингом, в котором он довольно преуспел. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
Зая-попрыгуша – антропоморфный светло-зеленый кролик с черными глазами, черным носом и длинными ушами. Ее лапы темно-зеленого оттенка. Как и другие улыбающиеся зверьки, она изображена с широкой беззубой улыбкой, и по центру ее тела расположена подвеска с золотым значком молнии. Зая-попрыгуша кажется энергичной и радостной, а ее кулон представлен в виде молнии. Она особенно любит спорт на открытом воздухе, особенно футбол, мечтает допрыгнуть до Луны. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways. Пеклопес – антропоморфная оранжевая собака с черными глазами, висящими ушами, черным носом, желтым внешним ртом и животом. Его лапы и уши, а также левая сторона лица имеют медно-красный цвет. Как и другие улыбающиеся зверьки, пеклопес изображен широкой беззубой улыбкой и имеет кулон с золотым солнечным значком. Согласно описанию в Твиттере, пеклопес – надежный лидер банды улыбающихся зверьков. Как видно из его значка, пеклопес обладает солнечным характером, всегда смотрит на вещи с хорошей стороны и подбадривает других в трудную минуту. Буба-буба слон – мозг животных. Яркий и внимательный, он поддерживает своих друзей и всегда наставляет их на разумный выбор, чтобы все они выросли яркими и блестящими, каждый по-своему. Буба-слон наделен черными пластиковыми глазами и большой улыбкой, как и все другие улыбающиеся зверьки. Значок Буба-буба слона, прикрепленный к молнии, это лампочка. Ain't no luck finding real love. Gotta know
Ну что ж, друзья, вот такая вот банда улыбающихся зверьков у меня получилась. Обязательно оценивайте мои фигурки в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВК и выкладывайте туда свои поделки. Лучшие работы всегда попадают в конец видео. Все ссылочки в описании на все соцсети. Всем желаю удачи, творческих успехов и всем пока-пока.